Всем привет! Готовим летние оладьи из кабачков с манкой. Это один из самых быстрых и простых рецептов для завтрака или перекуса из минимального количества ингредиентов. Обязательно досмотрите это видео до конца и приготовьте эти вкусные оладьи из кабачков, пока сезон этих овощей в самом разгаре. Для этого простого рецепта нам нужно 5 ингредиентов: яйца, манка, соль, сушеный чеснок и кабачки. Если вы купили молодые кабачки, не нужно очищать их от кожицы и семян. Сегодня я буду использовать 3 кабачка, я их предварительно взвесила, весят они 860 грамм, натираю их на крупной терке. Посыпаю измельченный кабачок солью, добавлю 1 чайную ложечку без горки. Перемешаю и оставлю мякоть постоять около 10-15 минут, чтобы овощи пустили сок. Всю лишнюю жидкость, которая здесь выделяется, нужно отжать. Я буду делать это руками. Если мы не избавим кабачки от лишней жидкости, тогда придется добавить в тесто слишком много манки или, например, муки, если вы ее используете. И в итоге получится так, что в готовых оладьях кабачки практически не будут чувствоваться. Пришлось отжать кабачковую массу дважды, потому что жидкости было достаточно много. Если изначально все 3 кабачка весили 860 грамм, то я взвесила эту массу после отжатия, и она весит ровно полкило, то есть 500 грамм. Вбиваю сюда 2 яйца. После этого хорошо все перемешаю до однородности, чтобы яйца хорошо распределились по всей кабачковой массе. Что касается приправ, можно добавить любые по вкусу. Я добавлю 1 чайную ложечку сушеного молотого чеснока. Почему я использую именно сушеный чеснок вместо свежего? Потому что вкус и аромат сушеного чеснока, он немного более нежный, более благородный, не такой резкий, как у свежего. И еще очень важный момент: во время жарки сушеный чеснок не будет пригорать на сковороде. И также третий момент, очень важный лично для меня, это запах изо рта. Если вы используете сушеный чеснок, вы можете смело готовить эти оладьи на завтрак, перед походом на работу или на любое мероприятие. В самом конце осталось добавить манку, я добавлю 4 столовые ложки с горкой. В принципе, это зависит от консистенции теста, а не от веса кабачков или кабачковой массы. Если позволяет время, можно подождать 15-20 минут, чтобы разбухла манка, но сегодня этого делать не буду. В принципе, можно сразу приступить к жарке. На плите все готовится очень быстро. Наливаем немного растительного масла и хорошо прогреваем сковороду. Я использую очень удобную силиконовую ложку, стараюсь каждый раз брать одинаковое количество теста, чтобы и оладушки получились практически одного размера. Жарим их на среднем огне с 2 сторон до румяной корочки. Готовятся оладушки быстро и получаются очень ароматными. Когда они уже хорошо подрумянились с 2 сторон, можно выкладывать следующую порцию теста. Жарить такие оладьи одно удовольствие, никаких сложностей. Чтобы удалить лишний жир, лишнее масло, перекладываю оладьи на бумажное полотенце. Вместо сметаны сегодня я подам их с натуральным кефиром из фермерского магазина. Процент жирности такого кефира невысокий, всего лишь 1,5%. Зато посмотрите, насколько этот кефир густой, получше будет и полезнее любой сметаны. Еще для аромата я добавлю сюда немного свежего мелко нарезанного укропа. И получится вот такой интересный соус, так скажем, который я буду макать в наши чудесные вкусные оладушки. Сюда я чеснок не добавляю, потому что его уже в оладьях предостаточно. Очень вкусно и аппетитно.
Благодаря этим ароматным кабачкам теперь у вас каждый день на столе будет очень полезный, вкусный, аппетитный завтрак. Друзья, посмотрите по этой ссылке интересный рецепт оладьев из кабачков с морковкой, луком и укропом. И еще обязательно пройдите по ссылочкам в описании, в закрепленном комментарии. Я оставлю для вас много интересных рецептов и также ссылки на плейлисты. Всем приятного аппетита, спасибо за лайки, за подписку, жду ваши впечатления в комментариях. Увидимся очень скоро, пока-пока!